Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Давненько на канале не было новых видео, и вот собрался с духом и решил сделать видеообзор очередного гайковерта а-ля Импакта от фирмы Альсом. Вот фирма наша Альсом. Значит, как мне что приехало? Приехал вот такой вот целый комплект, но вот сама зарядка, думаю, вы все знаете такую зарядку, и аккумулятор, он у нас заявлен на 3 ампер-часа, приехал ко мне в отдельных пакетах. И все это было связано с этой коробкой, вкручено. Приехало все целое, работоспособное. Имеется в комплекте вот такая, друзья, инструкция. Инструкция полностью на английском языке, но что может радовать? Инструкция у нас именно к данному гайковерту. Ни к чему другому и не какая-то там общая. Как я уже упомянул, все здесь подробно объяснено, но на английском языке. Так, ладно. Макулатурка нам не нужна. Ну и вот так упакован наш сам гайковерт. В комплекте имеется головка на 22 мм, головка хром-ванадий. Имеется вот такой вот крючок, бита и, так сказать, винтик. И сам наш гайковерт. Так, давайте начнем отсюда. Значит, вот такое вот крепление для удобства. Можно одевать не то на пояс, не то на высоте, когда работаем на лестницу, не то за любой подходящий, выступающий там элемент крыши или чего-то там другого. Имеется винт один, но не имеется гайки. Может быть, где-то она упала в коробку. Позже я, конечно, поищу, так как с этой стороны у нас в пластике имеется шестигранник, куда вставляется гаечка. Гаечка там, друзья, кстати, вставлена и впаяна. А вот в эту сторону гаечка не вставлена, только с одной стороны. Ну да ладно, можно подобрать любую гаечку. Так, и, конечно же, имеется в комплекте вот такая двухсторонняя, друзья, бита. Вот почему я говорю а-ля импакт, потому что у нас есть внутренний шестигранник для вот таких вот разного рода бит. Ну и давайте пройдемся по внешнему виду. У нас полностью черный окрас нашего гайковерта. Вот так он выглядит, так сказать, по кругу, сверху. Ну и здесь у нас переключаются, как всегда, скорости. Имеется также и фонарик. Все это мы дело посмотрим попозже. Значит, что касаемо прорезиненных вставок, друзья. Я сразу думал, что это полностью суцельный пластик, но нет. Вот эти вот вставки и вот здесь вот, это все, друзья, резина. Ну или ТПУ пластик, кому как удобней. Почему я так понял? Потому что вот здесь, если брать пластик, допустим, он ногтем не проминается. Здесь же он такой вот мягкий, и ноготь слышно входит туда. Так, давайте посмотрим, как он у нас работает. Полный заряд аккумулятора. Аккумулятор я зарядил до конца, так как я этим гайковертом уже немножко попользовался. Вот у нас здесь шкала заряда, здесь у нас скорости. Скорости переключаются вот этой кнопочкой. Первая, вторая и третья. Обратный ход, то есть на откручивание. Имеем постоянную скорость. И если переключить, загорается вот этот светодиод, который указывает нам на то, что наш гайковерт включен в режиме, так сказать, стопа, то есть откручивание со стоп-механизмом. Как только легко пошло крутиться, он сам останавливается. В принципе, как и в любом другом гайковерте, друзья. Так, сейчас смотрим, читаем, что у нас заявлено. То есть заявлено у нас 3 скорости. Первая от 0 до 1000, вторая от 0 до 1800 и от 0 до 3000. Итак, частота удара у нас идет на первой скорости от 0 до 1800 ударов в минуту. Потом у нас идет вторая скорость от 0 до 2600. И третья скорость до 3500 ударов в минуту. Что мы с вами сейчас и промеряем. Конечно, удары в минуту я не промеряю, а вот скорости мы с вами, как всегда, померяем. Для этого или перед этим хочу вам продемонстрировать, опять же, что многие блогеры, допустим, неправильно измеряют скорость. Берем комплектную головку, одеваем на наш гайковерт. Ух ты, как все туго входит. Это даже хорошо. Режим, допустим, закручивания. Давайте установим мы первую скорость для начала. Первая скорость у нас от 0 до 1000. Мы все помним. Итак. Берем, включаем наш лазерный тахометр и наблюдаем такую картину. Видите, у меня
Прямо на тахометре наклеена вот эта вот отражайка. То есть на головке нигде отражайки нету. Измеряем обороты. Итак, вы могли наблюдать 3500 оборотов ни на чем. Давайте измерим обороты на первой скорости с отражаечкой. — 4800 оборотов на первой скорости с отражайкой. Многие блогеры, особенно в тестах болгарок, вот так и обманываются. Почему так происходит? Потому что поверхность головки глянцевая и происходит не одно отражение за оборот, а очень большое количество. Показываю на нормальной головке. Все то же самое. Да ё-моё, плотняк очень хороший. Поехали, смотрим на простой головке. Как вы видите, все у нас, друзья, по нолям, так как нет отражающей поверхности. И вот теперь мы клеим, ух ты, нашу отражайку и будем считывать с вами первую скорость. То есть должно быть 1000 оборотов. Так, не видно. А мы имеем 1600. Включаем вторую скорость. На второй скорости 1800, по-моему, было. Сейчас мы это проверим. Да, 1803. Смотрим. А здесь более-менее точно. 1840. Итак, третья, последняя скорость. Должны мы здесь считать не менее 3000. Но посмотрим, сколько будет в реалии. А в реалии, как вы видите, 2563. Ну, плюс-минус, я бы сказал, что-то близкое к заявлению. Не так, как бывает, не хватает по полторы тысячи или там по 1500. Ну, хотя здесь тоже примерно 1500 и не хватает. Так, это померили мы с вами, это измерили. Показал и доказал я вам, как правильно измерять и как неправильно измеряют некоторые блогеры. Ну что, нам осталось, друзья, разобрать данный пистолет, посмотреть, что и как внутри, собрать и пойти протестировать. Тестировать, друзья, будем динамометрическим ключом на 300 ньютон. По заявлениям он у нас 400 ньютон, как я уже упоминал, в характеристиках написано 380-400. Мы посмотрим с вами, что он там и как работает. Работает, ну, я вам могу сразу сказать, работает он отлично. Потому как я им уже попользовался и все это дело, конечно же, проверил. Обычно я сходу все это дело проверяю, но здесь он, поскольку долго у меня лежал, все это дело мне пришлось уже протестировать и проверить. Так, разбираем. Так, итак, народ, все разобрал, все раскрутил. Пробуем снимать наш колокол первым делом. Посмотрим, отдельно снимется или нет. Да, он отдельно снимается. Все четко. Ты смотри, даже есть внутри резинка. Ни в одном гайковерте резинки здесь не было. Уплотнительная резинка. Трындец. Так. Куда нам ее положить? Вот сюда. Итак, ну что, давайте будем тогда по очереди все взвешивать. Вынемем наш молоточек этот или наковальню. Хрен ее знает, как ее правильно назвать. Смазка там, видите, внутри есть. И ее там, друзья, достаточно. Больше я сюда ложить смазки не рекомендую. Так, погнали. Наверное, положу я эту салфетку свою сюда. Она ничего не весит. Взвешиваем наш вот этот вот квадрат. 80 грамм. Есть такое дело. Взвешиваем, друзья, колокол. Ага, вот даже шайба есть. Давайте я попробую ее оторвать. Она не отрывается. Вот так это все дело выглядит. У нас впрессована металлическая втулка. Здесь лежит шайба. Во втулке, друзья, мы имеем 1, 2 и 3 канавки. Вес 113 грамм. Так, и достаем наш молот с редуктором. Здесь у нас тоже есть, друзья, видите, шайба. Опа.
есть шайба. Походу эта шайба у нас является регулировочной. Однорядный редуктор, пружина и сам вот этот вот наш молот. Все как обычно, все как везде, но очень такая миниатюрная вещица. Вес 259 грамм. Так, 259 грамм. И давайте, наверное, все вместе взвесим, чтобы вы понимали и представляли, сколько это все весит в куче. То есть 451 грамм. Ну, прокладочку я уже эту не знаю. Она ничего не весит. 451 и осталось. Так. По смазке я бы сюда вот, наверное, на эти шестеренки немножко добавил. Да я, наверное, прямо сейчас и добавлю. Добавляю я вот такой вот, друзья, смазку. Это не реклама, это просто смазка синяя. Делаю я это следующим образом. Немножечко вовнутрь. Буквально так. И этого будет достаточно. Все это дело разнесется при работе нашего гайковерта. Так, кладем пока сюда и открываем наш корпус. Все собрано туго, это уже большой плюс. Все, то есть это значит, что все четко подогнано. Так. Контроллер у нас хочет остаться в верхней части корпуса. Итак, что мы имеем? Здесь у нас инструментальный пластик. Не дубовый, не жесткий. Все так же мягкий, с большим количеством разных ребер жесткости. Так что по пластику претензий абсолютно нету, друзья. Так, и что мы здесь видим? Все такой же контроллер. Все такая же у нас контактная площадка под аккумулятор, которая уже выпала. Ну да ладно, смотрим пайку. Пайка здесь, конечно, ручная, и припаяно все, в принципе, на отлично. Точно так же, как и с этой стороны. Так, пайка на самом контроллере тоже замечательная, даже флюса нет никакого. Провода, обратите внимание, друзья, вот эти вот цветные силиконовые, мягенькие-примягенькие провода. То есть все, опять же, отлично и шикарно. Не то, что я нахваливаю, но как есть, так, друзья, и показываю. Надеюсь, вы это понимаете. Ну и выпала у нас вот эта вот прозрачная площадка с кнопкой, которая нам указывает заряд батареи и количество, и какая скорость включена. Так, давайте вынимаем все это дело. Я уже вижу один огромнейший плюс данного гайковерта. Сейчас расскажу. Ух ты, да все так плотно сидит. Снимаем эту часть. Литой фрезерованный алюминий. Сама наша вот эта шестерня зафиксирована, друзья, где моя отвертка, зафиксирована стопорным кольцом. То есть в случае чего, как это все можно поменять. У нас здесь уже установлен подшипник. Здесь прямо в этом корпусе запрессован подшипник. Какую роль он выполняет здесь, непонятно. Причем от слова совсем. Ну какую роль, что я говорю. Надо же садиться эта часть в этот подшипник. Так, с этим разобрались. Откладываем. И смотрите, какой, друзья, огромный плюс. Во всех моих гайковертах, насколько мне не изменяет память, вы помните, что у нас был здесь подшипник и здесь подшипник. И эти подшипники садились непосредственно в корпус нашего гайковерта. Здесь же обратите внимание, как выполнен наш двигатель. Двигатель по габаритам примерно такой же, как и в этом самом, в Хаймердингере. А может даже немножко и больше. Так вот, подшипники у нас спрятаны, видите, в моторе, под своим корпусом. И здесь еще подшипник. Плюс подшипник у нас еще здесь стоит. То есть сборка просто замечательная. Опять же, обратите внимание, вот стоит у нас еще демпферная резинка. Все у нас собрано через резиновые прокладки. То есть протечки масла никуда не допускается. Просто шикарно и отлично. Хотите, думаете, что я хочу впихнуть и впихнуть? Но я говорю, друзья, все как вижу, как есть. Видите, сам мотор у нас тоже скручен на 4 таких длинных саморезах.
Уже разбирать его не буду, смысла я в этом не вижу, но вот видите, подшипники садятся в свой собственный корпус, а уже этот корпус садится, соответственно, в корпус самого гайковерта. Огромный плюс я даю, это мое субъективное мнение, данному сборке данного гайковерта. Так, ну что, друзья, посмотрели всю внутряночку. Надеюсь, все всем понятно. Кому что непонятно, вы в любой момент можете все это видео пересмотреть. А я собираю и встречаемся в гараже на тесте. Ну что, народ, по традиции показываю свой конструктор. То есть вот такой вот болт и гайка. Многие говорят, что ты там маслом помазал. Друзья, хотите верьте, хотите нет, маслом тут ничего не помазано. Как было, так и есть. Блестит что тут? Я не знаю, что тут блестит. Если надо, давайте вытрем. Хотя, что-то тут вытрешь особо. Вот, оно один фиг блестит. Тут масла нет. Хотя, даже если бы было здесь масло, то мы все равно зажмем это все дело тем количеством ньютон, которое мы с вами будем испытывать. Может быть, с маслом гайка немножко дальше пойдет. Вот, то есть, напоминаю, шпилька с грузового автомобиля, гайка на 32. Будем использовать вот такую ударную головку хром-молибден. И динамометрический ключ на 300 ньютон. Видите, плюс-минус 300 ньютон. Вот где заклепочки, там у нас и 300 ньютон. Ставлю камеру на штатив и погнали. Вот таким макаром будет все видно. Надеваю перчаточку и поехали зажимать. Так, неудобно. Вот так. Ну что, друзья, смотрим. Раз. Два. И три. Уже аж в рамку упираюсь. Давайте еще четвертый раз. О, 300 ньютон. Надеюсь, вам было видно. Да фиг с ним. Еще разок. И подержу. Вот так. Друзья, 300 ньютон. Ключик еще раз покажу. Для тех, кто любит циферки и не любит мой этот вот рычаг. Ну, рычагом здесь у нас проверять нечего. Пистолет заявлен на 400 ньютон. А мы будем откручивать 300. На откручивание меняем местоположение камеры. Все без вырезок, без монтажей. Весь мой бардак виден. Ну, давайте как-то так и давайте как-то немножечко вот так. Поехали! Поставлю вам риску, чтобы было видно. Хотя, что тут будет видно, надо ставить на головке, наверное. Вот так. Давайте нарисуем полоску. И здесь вот эту полоску. Поехали крутить. Как видите, без особого напряга. Он это дело все взял. А теперь хочу попробовать им же зажать. Дожму ли я 300 этих наших? По идее, должен дожать. К сожалению, я не помню местоположение головки. Ну да ладно. Как мы видим, линия у нас даже переехала, то есть зажимает он больше, чем 300. А сейчас попробуем динамометрическим ключом на 300 открутить. Камеру на место. Поднимем выше и вот так. Надеюсь, будет видно. Так, головку.
Буду откручивать на 300 и посмотрим, возьмет ли наш ключ. Так, друзья, видно вам, нет? Ага, ничего вам не видно. Сделаем так, наверное, и мы установим головку на 90 градусов. Ну вот как-то так. Сейчас видно. Откручиваю. Вот конец шкалы. Конец шкалы, и у нас гайка никуда не пошла, друзья. Еще раз. Конец шкалы, гайка у нас на месте. Это лишнее доказательство тому, что у нас зажато все это дело на 300 ньютон, свыше 300. Теперь, многие люди, не многие, а несколько подписчиков просят, чтобы я показывал, какой ток потребляет наш гайковерт. Итак, будем сейчас откручивать не аккумулятором, а от сети. Так, для этого, наверное, камеру опять переустановим. Вы уж извините, что этой камерой я туда-сюда еложу, но опять же хочется, друзья, показать вам все это дело без монтажа. Как-то так. Так, для этого меняем аккумулятор. Не меняем, вернее, а снимаем и устанавливаем нашу площадку-адаптер. Вот таким это будет образом все выглядеть. Так, сразу переключаем на откручивание. Посмотрим, открутит ли он сам себя. Где наши показания? Вот наши показания, друзья. Буду, наверное, держать правой, а крутить левой. Короче, вот нижняя шкала у нас ток. Погнали. Надеюсь, вы заметили, я этого дела заметить не успел. Но в видео будет виден ток потребления нашего гайковерта. Сколько там ампер. Короче, друзья, наверное, с тестом мы этим закончим, так как тестировать тут особо нечего. Так, ну что, народ, пару слов в заключении, как обычно. Значит, опять же, не знаю на этот ключ. У меня нет ни акта поверки, ни сертификата поверки. Поэтому не знаю, друзья, ключ точный, не точный. Вам показал. Циферка 300 есть. То есть вы привыкли верить циферкам, а не моим этим рычагам. Ну, хотя рычагом, что тут заморачиваться на этих вот 400 ньютон. То есть, что я считаю? Заявлению данный пистолет гайковерт а-ля Impact полностью соответствует. Вы сами все видели, как мы зажимали данным ключом 300 ньютон, как с легкостью он это все дело открутил. Потом мы что сделали? Зажали данным гайковертом гайку и увидели, что риска немножко переехала. То есть он зажал выше, чем 300 ньютон. Попробовали открутить данным ключом, у нас ничего не получилось. Что лишний раз доказывает, что он зажимает больше 300 ньютон. Ну и, соответственно, открутить может тоже немножко больше, чем 300 ньютон. Так, кому эта штука понравилась, ссылочку вы найдете, как всегда, на магазин в описании к данному видео. А на этом я хочу с вами, друзья, попрощаться. Всех благ, отличного здоровья и с наступающим Новым годом. Пока. Желаю, чтобы все.